Мы с вами продолжаем наблюдать за маленькими орхидейками, детками, которые растут на материнских растениях, которые образовались от пустого пенька, то есть от корней какой-то старой орхидеи. Я стараюсь показать вам эти орхидеи приблизительно раз в месяц. И все видео об этих орхидеях собраны в плейлист. Ссылку на него оставлю в правом верхнем углу экрана. За этими орхидеями очень интересно наблюдать, как они развиваются на материнском растении, как они развиваются на этих пеньках, у которых только корни. Причем корни чаще всего гнилые. Есть одна орхидея, такая же детка, на пеньке. Вот этот пенек. Это, соответственно, детка, но у этого пенька шикарные корни. Не только воздушные, но и в горшке остались корни от материнского растения, которые просто великолепны. Поэтому детка не торопится растить свои корни. Она себя очень хорошо чувствует при наличии вот этих материнских корней. В этот момент заставлять растить эту маленькую орхидею свои корни бесполезно. Ей так комфортно с этими старыми корнями, что она сейчас растит только листики. И ничего больше. То есть ей очень удобно. А вот такие орхидейки. Так, забыла вам сказать, что вот эта орхидея называется... Давайте мы напишем на экране, как она называется. Вот эта орхидея лунная серенада. И в плейлисте прямо вся история об этой орхидее. Это ее вторая детка. И вот как раз историю вы можете проследить. И вот что же происходит здесь? Сейчас буду поднимать листики и показывать. Когда в горшке материнского растения корней почти нет, то детка начинает растить свои корни, потому что ей нужно брать питание, нужно брать влагу, нужно получать какие-то удобрения. И для этого именно она и будет растить свои корни. Сейчас вот здесь под старым корнем, как бы вам показать так. Вот здесь длинный корешок. Вот здесь видно, что новые, молодые, растущие корни. Есть и еще корни, их просто сложно показать, потому что листья у орхидей с таким плотным тургором, что если я их буду поднимать, они просто могут сломаться. Так что еще у нее есть корни, просто показать очень сложно. Эта детка меня очень радует, потому что когда погибла первая, я прямо очень сильно расстроилась. А это просто великолепно. Еще две небольших детки. Эта орхидея мне была прислана из Санкт-Петербурга. Ссылку на видео распаковки посылки я оставлю в правом верхнем углу экрана. Было прислано 3 орхидеи, 2 из них прекрасно себя чувствуют. Я обязательно вам их покажу. Пересажены. Мы все с вами уже сделали с теми 2 орхидеями. А вот эта и росла неплохо. И была самая сильная, но потом развалилась в течение 2 суток. Но сразу, вот листики отпадали, а детка уже росла. И, кстати, первая детка, вот эта, она маленькая.
у нее корни тоже начали расти, вон там внутри. Но буквально через 2 недели появилась еще одна детка. И вы знаете, мне даже кажется, что она угнетает вторую. Хотя они вырастут обе, но это более сильная детка. Видимо, почка, из которой она выросла, была более в благоприятных условиях. Сложно объяснить, но, в общем-то, вторая детка более сильная получилась. Хотя растут обе. И обе дают корни. Опять сложно поднять лист и показать корни, потому что тургор у листьев просто великолепен. Так что ж я делаю вот с этими детками и с этими. Для того, чтобы они росли такие здоровые. Такие орхидеи нужно обязательно удобрять. Если бы они росли на материнском растении, как вот эта детка, которой всего-то от роду 4 месяца, посмотрите, с материнским растением, какая она, во-первых, крупная, а во-вторых, какие растит корни. При этом ее мама великолепно цветет. Конечно, эта орхидея получала удобрение до цветения, поэтому детка вместе с мамой всегда более жизнеспособная. И отделять такую детку я пока не собираюсь. Вполне возможно, что я даже и материнское растение пересажу, и эту детку вместе. Но здесь есть одно большое но: у материнского растения нет точки роста. Поэтому, конечно, все силы она отдает новой орхидее, своей детке или преемнице. А вот эти орхидейки, нет у них материнского растения, и даже корни у материнских растений уже пропадают. Поэтому вот такие орхидеи нужно обязательно удобрять. И удобрение должно содержать все макро- и микроэлементы, нужные как раз для роста таких небольших орхидей. То есть орхидея маленькая, большая, она все равно строит свои клеточки из азота, фосфора и калия. Это основные макроэлементы, которые должны быть в удобрении. И, конечно, микроэлементы, которые помогут им в противостоянии болезней. Даже, может быть, их такое отличное состояние может отпугивать вредителей. А чем орхидея слабее, тем более вероятно, что на нее нападут какие-то вредители. Но если они, например, есть, если их, конечно, нет в вашей коллекции, то вашим орхидеям это не грозит. Но сейчас будет лето, и в открытые окна к нам может попасть все, что угодно. И хочу познакомить вас с еще одной деткой. Это новая детка. На орхидее Tinkerbell Kiss на цветоносе появилась вот такая почка, которая сейчас превращается в маленькую детку. Цветонос начал усыхать, но пробудилась почка, и усыхание цветоноса не пошло дальше. То есть живая почка всегда тормозит этот процесс. Материнское растение чувствует себя неплохо. Цветонос был огромный, и центр тяжести орхидеи смещался в другую сторону, поэтому пришлось положить камень как противовес. Так он здесь и лежит, но при этом корни она растит
неплохие. И детка на цветоносе. Это совершенно не означает то, что это растение погибает. Да разве и погибнет такая шикарная орхидея? Ну вот, мы теперь с вами будем растить еще одну детку. Маму в это время я обязательно удобряю, потому что материнское растение всегда хочет отдать своему потомству все накопленные микро-макроэлементы, жизненные силы. Поэтому для того, чтобы поддержать и материнское растение, нужно обязательно ее удобрять. Точно таким же комплексным удобрением, как и маленькие орхидеи. То есть азот, фосфор, калий плюс микроэлементы. Но об удобрениях я очень много рассказывала, и тоже есть плейлист на канале, в котором я рассказываю о том, как выбрать удобрения, как удобрять орхидеи, с какими промежутками, как чередовать поливы. Очень подробно оставлю ссылку в правом верхнем углу экрана. Проходите, смотрите. Но у нас теперь будет возможность наблюдать еще и за деткой на цветоносе. А потом, конечно, ее посадить, когда она вырастет и листья, и корни, и оценить, как долго растет орхидея на цветоносе и как быстро растет прикорневая детка на материнском растении. Вот у нас теперь есть возможность сравнивать, как по-разному растут детки вместе с материнскими растениями. Будем наблюдать. Интересно? До новых встреч. Увидимся на канале.